أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Всем привет! Фикус каучуконосный, или он же фикус эластика, из семян мы, конечно, не вырастим, а вот фикус бенджамина можно запросто вырастить из семян. И уже за год он превратится в такое замечательное и красивое деревце. Растет у меня фикус в крупном циолите. И поскольку недопустимо пересыхание грунта, я использую фитильный полив. Не хочу высокое дерево в один стволик. Буду формировать свой фикус в виде кустика. Здесь у меня посажено 3 череночка, чтобы кустик был пышненький. Итак, обрезала я свой фикус. Получилось у меня 2 таких красивых череночка. Нижние листики черенков я удалила и будем ставить на укоренение. Для этого нам нужно, чтобы череночки подсохли хорошо. Я думаю, минут 30-40 будет достаточно, и укоренять будем в теплой кипяченой воде. Если у вас есть корневин, то можно его использовать, чтобы ускорить процесс укоренения. Корневин можно добавить в воду или обмакнуть в него черенки, и результат не заставит себя ждать. Черенки поставим укореняться в теплое место при естественном освещении, и дополнительную подсветку использовать не буду. Итак, прошло уже 20 дней. Наш фикус чувствует себя замечательно. Хорошее, здоровое растение. На месте обрезки вырос один замещающий молоденький побег. Листики блестящие, плотненькие. Мне нравится этот сорт. Называется фикус бенджамина Дунетти. Вот из такого пакетика я выращивала его. Ну и череночки чувствуют себя тоже замечательно. Нет ни одного пожелтевшего листика. Все листики на месте. В каком состоянии мы их поставили на укоренение, так замечательно и бодренько они и выглядят. И нарастили вот такие шикарные корешки. Корешки действительно шикарные. Я ожидала такой результат, и черенки не разочаровали. У промежуточного череночка даже вырос уже молоденький побег. Вот его хорошо видно. Можно уже смело высаживать черенки на постоянное место. Садить буду тоже на фитильный полив. Такие маленькие горшочки, им достаточно будет. В качестве грунта буду использовать циолит мелкой фракции. Мне нравится выращивать растения в безземельном грунте. И главное, что растениям тоже нравится. Аккуратно засыпаем циолит в горшочек, чтобы не повредить молоденькие корешки. Сильно углублять черенки не нужно. Главное, чтобы черенки не шатались и чувствовали себя уверенно. Череночки посажены. Сразу запускаем фитиль в работу. Для того, чтобы фитиль работал, нужно грунт хорошо пролить водой, так, чтобы вода начинала капать с горшочка. Расстояние от воды в контейнере или кашпо до низа горшочка должно быть не менее 1 сантиметра. Все, череночки посажены. Теперь у меня 3 фикуса.